что мы знаем о японцах? То, что эти чуваки могут сексуализировать вообще все, что угодно. Школьниц, ангелов, кошек, пришельцев, горничных, призраков, вампиров, демонов, кентавров, собственную правую руку и даже пребывание в тюрьме. Но как насчет металла? Наполированного до блеска, такого холодного и бездушного металла. Именно такая идея однажды пришла в голову человеку по имени Сараяма Хадзиме, решившему объединить в своем творчестве классический американский пинап и хром. Так и появился на свет Геноид, неживой и совершенно бесчувственный андроид, который своими изгибами, формами и позами повторяет фотографии моделей из журналов для взрослых. И мне, скорее всего, не нашлось бы ничего интересного на эту тему рассказать, кроме того, что такое просто существует, если бы впоследствии Сараяма Хадзиме, благодаря своему творчеству, не стал важной фигурой в мире технологий, моды и искусства. Ведь влияние его работ прощупывается как и в Сьюзи из Mass Effect, которая сама по себе и является геноидом, так и в визуальной эстетике музыкального дуэта под названием Daft Punk. И более того, если продолжать тему музыки, то в 2021 году The Weeknd и вовсе выпустил клип, действующими лицами которого оказываются геноиды, а режиссером значится сам Сараяма Хадзиме. Так что если ты вдруг успел подумать, что это очередной старый японский дед, про которого все уже забыли, а я тут внезапно вспомнил о нем и решил его откопать, то нет. Сараяма Хадзиме, несмотря на свой солидный возраст, все еще принимает активное участие в формировании мировой культуры. И то, что я уже озвучил, это все лишь малая часть из того, что за свою жизнь успел сделать этот крайне непоседливый дедуля. Так что в этом видео я расскажу о том, кто такой этот загадочный Сараяма Хадзиме, как именно его творчество повлияло на мир искусства и о том, почему созданные им произведения до сих пор удостаиваются огромного внимания. И если хочешь больше подобных видео про японскую культуру, а не только лишь про аниме и мангу, то жду твою реакцию и идеи в комментариях. Еще в школьные годы Сараяма Хадзиме начал увлекаться тем, что рисовал собственные пинап-иллюстрации, выполненные в стилистике журнала Playboy. После чего он увлекся Древней Грецией и поступил в христианский университет Сикоку Гакуин, чтобы изучать там английскую литературу и древнегреческий язык. И уже на втором курсе обучения Сараяма запускает самоиздатный журнал под названием Pink Journal, в котором публикуются иллюстрации весьма откровенного содержания. И естественно, что в христианском университете такое творчество не оценили ни преподаватели, ни его однокурсники. Так что он весьма скоро бросает учебу и поступает в Токийскую художественную школу, чтобы в ней изучать историю и развитие искусства, а также совершенствовать свои изобразительные навыки. Так, в возрасте 21 года он становится художником, работающим в рекламном агентстве и рисующим преимущественно то, о чем его попросят. И по-настоящему поворотный момент в его жизни произойдет лишь 10 лет спустя, когда ему поступит заказ от японской компании, производящей алкоголь, нарисовать иллюстрацию C-3PO из невероятно популярного в то время фильма «Звездные войны». Но так как время, выделенное на создание работы, было сильно ограничено, а авторские права на C-3PO так никто и не получил, то Хадзиме пришлось придумывать что-то свое. Так на свет и появился геноид, сексуализированный андроид, который навсегда станет визитной карточкой своего творца. Сам Хадзиме Сараяма говорил, что ему долгое время не давало покоя то, что в массовой культуре роботы сами по себе крайне маскулинны. Они большие, сильные, пуленепробиваемые и очень часто представляют из себя фактически ходячее боевое оружие. Взять как пример трансформеров, которые все такие квадратные, грубые и сами по себе выглядят достаточно мощно. Так еще и вдобавок к этому могут превращаться во всевозможные танки, истребители, грузовики, поезда и маслкары. В свою же очередь Сараяма Хадзиме хотел наоборот, добавить роботам изящности, нежности и красоты, проводя параллель с автомобилями фирмы Ferrari, которые выглядят скорее плавно и утонченно, нежели как-то грубо и дерзко. И таким вот образом в геноидах слились воедино любовь Хадзиме к эротике, рисованию и стилю пинап вместе с наполированным до блеска автомобильным хромом. И вот в 1983 году выходит сборник иллюстраций под названием «Секси Робот», посвященный исключительно изображению геноидов в различных сексуализированных позах в стиле все того же журнала Playboy. Таким образом, Сараяма Хадзиме создал футуристичный журнал для взрослых, как будто бы попавший к нам из далекого мира будущего, в котором человеческий вид уже целиком и полностью заменили роботизированные андроиды. И в результате этот журнал на волне всеобщей популярности научной фантастики, эротики, киберпанка и всего такого стал
становится невероятным хитом, причем на мировом уровне, возводя самого Сараяма Хадзиме в статус культового иллюстратора и художника. В результате уже к концу 80-х и началу 90-х работы Сараяма Хадзиме начинают активно использовать в качестве иллюстраций и обложек для популярных журналов и книг жанра научной фантастики. Вдобавок к этому, спустя 1,5 десятилетия, одна из его иллюстраций и вовсе будет украшать альбом Just Push Play группы Aerosmith. А сам же Сараяма Хадзиме в то время нарисует 2 обложки для манги Милашка Ханни, проработает дизайн персонажа для аниме Гуманоид, а также станет автором японского постера для фильма «Живая мертвечина» Питера Джексона. Проще говоря, в то время было просто невозможно находиться в поп-культурном пространстве и при этом не наткнуться каким-то случайным образом на творчество Сараямы Хадзиме, так как оно так или иначе было везде. И вот тут мы переходим к следующему интересному этапу в биографии Сараямы Хадзиме, а именно к концу 90-х годов. Ведь именно тогда всеми известная компания Sony займется разработкой роботизированных собак, получивших название Aibo. И поначалу может показаться, что это всего лишь самая обычная бессмысленная детская игрушка. Но на самом деле Aibo не просто выглядели как робо-версии настоящих собак, но и вели себя соответствующе. Они могли ходить по дому, обращать внимание на окружающие их предметы, распознавать лица хозяев, а также играть с игрушками. Вдобавок к этому, Aibo обладали переменчивым настроением, которое менялось в зависимости от окружающей среды. Они могли радоваться, грустить, удивляться и даже бояться. В общем говоря, по своей сути, Aibo были куда более сложной и куда более интерактивной версией Тамагочи, способной заменить детям и их родителям настоящих домашних питомцев. А учитывая, каким большим спросом пользовались эти игрушки в начале нулевых, можно сказать, что у студии Sony это однозначно получилось. Впоследствии Aibo претерпели множество итераций вплоть до самой последней версии, которую все еще можно купить по стоимости около $3000. Только вот сам Сараяма Хадзиме имеет отношение лишь к первому поколению, для которого он придумал и разработал тот самый узнаваемый угловатый дизайн. Неизвестно, каким Aibo мог бы получиться, будь у Хадзиме полный контроль над созданием, так как многие необычные задумки в процессе работы были отвергнуты боссами из Sony. Как пример, Хадзиме предложил идею расположить слот для батареек у собаки прямо в заднице, так как ему это казалось крайне уморительным, но при этом невероятно бесило руководство Sony. Тем не менее, именно эта версия Aibo впоследствии оказалась неотъемлемой частью культуры нулевых, чем и заслужила место в постоянной коллекции Музея современного искусства, расположенного в Нью-Йорке, а также гран-при за лучший дизайн 2000 года. Последующие 15 лет для Сараямы Хадзиме прошли достаточно спокойно. Он все так же принимал участие во всевозможных мировых выставках, что-то где-то дизайнил, вместе с тем продолжая выпускать сборники иллюстраций как и с его фирменными геноидами, так и с вполне классическими обнаженными девушками. Но все очень сильно поменялось с ростом популярности хайп-бист движения. Кто не в курсе, хайп-бистеры — это люди, которые охотятся за крайне редкими и лимитированными экземплярами одежды, обуви и аксессуаров с целью пополнения собственной коллекции или для дальнейшей перепродажи. И вот как-то так совпало, что сразу несколько десятков мировых брендов увидели в Сараяме Хадзиме идеальный объект для совместных коллабораций. Так сначала он разрабатывает дизайн кроссовок для японской спортивной фирмы Mizuno. Затем фирма Dark Star выпускает коллекцию лимитированных дек с изображением геноидов. А потом к ним присоединяются бренды Stussy и X-Large, желающие вместе с Хадзиме выпустить совместную коллекцию одежды. И как-то так этот процесс начинает расти как снежный ком, все больше увеличиваясь в своем масштабе. В итоге дойдя до того, что на Сараяму Хадзиме начинают обращать внимание люксовые бренды. Так, сначала компания швейцарских часов Roger Dubois, чья стоимость находится в пределах нескольких сотен тысяч $, совместно с ним выпускают модель часов Excalibur. А затем и вовсе модный дом Dior организовывает тематический показ мод, для которого компания возвела гигантскую статую геноида, блистающую в свете софитов прямо посреди подиума. И я до сих пор не перестаю удивляться тому, насколько же эта статуя и данное мероприятие выглядят круто. В общем-то говоря, мировые бренды до сих пор присылают ему предложения о сотрудничестве, а сам он и не против, так как для него это уникальная возможность популяризировать и многократно масштабировать свое творчество, а заодно и обеспечить себе небедную пенсию, которая по логике вещей уже очень близко. Самое же удивительное в этом то, что несмотря на свой солидный возраст, длиннющий творческий путь и огромный послужной список, Сараяма Хадзиме все еще выглядит очень свежо, и что самое главное, он продолжает творить и заниматься тем, что ему искренне нравится, даже если это заключается в том, чтобы просто бесконечно рисовать голых женщин.
Ты просто посмотри, как выглядит его творческое место. Там повсюду висит женское нижнее белье, фотографии с голыми девушками, его собственные работы и куча фаллических предметов. У Сараяма Хадзиме как будто удалось сохранить в себе тот самый пик подростковой озабоченности, но при этом трансформировать его во что-то интересное и даже значимое для других людей. И это еще не говоря о том, что он сам по себе максимально харизматичный дедуля, из-за чего любое интервью с его участием смотреть сплошное удовольствие. И я понимаю, что кому-то его работы могут показаться не более чем пошлостью, которая жадно эксплуатирует тему женской сексуальности и из раза в раз продает аудитории одно и то же. Но лично для меня его творчество это что-то большее. То настроение, которое несут в себе геноиды и даже собаки Айбо, отсылает меня к тем далеким временам, когда человеческая культура в ожидании нового тысячелетия уверенно смотрела в будущее. Когда люди неустанно размышляли о том, а как через десятилетия будет выглядеть наш мир, какие у нас будут машины, какая будет у нас культура и какие же будем мы сами. Возможно, что спустя века мы все станем не более чем просто покрытыми металлом андроидами, которые лишь пытаются подражать тому, какими когда-то давно были настоящие люди. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от творчества Сараяма Хадзиме, и если было интересно меня послушать и узнать что-то новое про японскую культуру, то не скупитесь на лайки и вот эту всю ютуберскую ерунду. И, кстати, заметили, что я в ролике не сказал ни одного матного слова. Стоит ли продолжать держать планку, или же без этого получается не так искренне, как и раньше, и, возможно, ну его. А пока вы пишете ответ на этот вопрос, я передаю приветы всем бустерам, которые поддерживают мой канал финансово, а также всем тем, кто делает это иными доступными способами. И я тут подумал, что мне надоело старое прощание, поэтому